Дорогие друзья, всем огромный привет из Израиля. Сегодня евреи празднуют Пурим, праздник чудесного спасения еврейского народа от уничтожения в дни правления персидского царя Артаксеркса. Наши всем поздравления. В этом году по понятным причинам массовых праздничных мероприятий в Израиле не будет. Но предшествующий празднику пост, чтение свитка царицы Эстер в синагоге остались неизменными. А израильские дети уже вчера сидели в бомбоубежищах и защитных комнатах во время атак, переодетые в наряды героев и этой древней истории, и в те костюмы, на которые способна фантазия их родителей и их самих. Сейчас вы видите кадры празднования Пурима в прошлом году. Посмотрев это видео, мы решили предложить своим зрителям его снова. Оно действительно того стоит. Хотим, чтобы вы прочувствовали радостную атмосферу, царящую обычно во время этого праздника. Чтобы узнали в нашем легком пересказе о событиях, происходивших 25 веков назад и ставших причиной Пурима. Один из основных вопросов, задаваемых особенно детям в преддверии этого праздника, костюм какого героя ты надеваешь. И фантазия тут не знает границ. Переодевания в карнавальные костюмы должны напоминать о том, что под маской, казалось бы, случайных обстоятельств скрывается божественный замысел. Стоит сказать, что переодевание – это все-таки гораздо более поздняя традиция. Вот и маленькая площадь Сиона, смотрящая на улицу Яфа, тоже обрела новый костюм и стала сказочной полянкой. Это праздник, единственный из всех еврейских праздников, названный не на святом языке Писания. Название его происходит от персидского слова «пур», что означает «жребий», только во множественном числе «пурим». Два жребия устроил Бог. Один для народа еврейского, другой для язычников. Почему вдруг слово именно из персидского языка? А потому, что история эта произошла в Персии в 3404 году по еврейскому летоисчислению. И вот что мы из нее узнаем. Попытка уничтожить еврейский народ Древней Персии жестоко провалилась. Прошло более 2000 лет, и сегодня Иран, продолжатель и последователь Древней Персии, открыто заявляет о своем стремлении уничтожить Израиль. Так что же празднуют евреи в праздник с нееврейским названием? Чудесное спасение еврейского народа от уничтожения в Древней Персии во время правления царя Артаксеркса. Уже прошел однодневный пост, и в синагогах прочли свиток царицы Эстер, или Эсфирь. Ведь именно в этом свитке и описана история, полная интриг, дворцовых заговоров и целой цепи, казалось бы, случайностей, в результате которых евреи были спасены. Случайный поток событий раскрывается как искусно построенный сценарий, замысел Творца. В то же время во всей этой череде случайностей нет ни одного явного чуда. Если исход из Египта, в память о котором празднуется Песах, сопровождался великими чудесами и знамениями, то Пурим начисто этого лишен. Пурим связан с идеей естественного управления миром, проявления Всевышнего в естественных событиях и процессах. И в этот день положен обильный пир, обмен явствами, чтобы праздничная трапеза была разнообразнее, и раздача подарков бедным. Это трио уже наполовину готово к праздничному пиру, где должно быть много еды, вина и веселья. Ведь в этот праздник принято выпивать гораздо больше обычного, что, понятно, не может не радовать. Но все-таки не стоит напиваться до потери человеческого облика, предостерегает раввины. Ведь Священное Писание осуждает пьянство. И хоть нынешний Пурим не принес радости и веселья, но мы знаем, все вернется.
Поэтому и смотрим на эти кадры с улыбкой и надеждой на лучшие времена. Не кажется ли странным, что деревья и скамейки не просто висят в воздухе, а еще и перевернуты? Нам показалось, что эта идея символизирует события Пурима, где волей Всевышнего все перевернулось. Те, кто задумали уничтожение, сами оказались уничтожены. Враг евреев бросал жребий о дате уничтожения, и этот жребий обернулся уничтожением для него самого. Аман мечтал повесить Мордехая, но сам оказался на виселице. А еще это может напоминать нашу сумасшедшую действительность, где правду уже невозможно отличить от хитросплетений коварной лжи. Так ловко все переворачивается и искажается, и ложь прячется под маской чистой правды. Зависть и месть Амана стоила жизни не только ему, но и его 10 сыновьям и дочери, и десяткам тысяч погибших в 127 областях царства Артаксеркса, когда иудеи получили право на свою защиту. А пока мы идем и рассматриваем окружающее, вспомним историю Пурима, описанную в Магиллат Эстер, или в русском переводе «Книги Эсфирь». Книга повествует о событиях, благодаря которым возник в еврейском календаре праздник Пурим. Перед нами, как может показаться на первый взгляд, классическая витиеватая восточная история о том, как красавица-еврейка очаровала могучего персидского владыку и тем самым спасла свой народ от гибели. Красивая сказка с полным набором дворцовых интриг и заговоров со счастливым концом. Настолько захватывающая, что русский царь Алексей Михайлович смотрел это первое в России театрализованное представление с музыкальным сопровождением и с участием 64 актеров порядка 10 часов, не вставая с места. Царь, царица и придворные были в полном восторге. Добро победило зло. Спектакль назывался «Артаксерксово действо». В основе его библейская книга «Эсфирь». Первое театральное представление русского театра состоялось осенью 1672 года. Главный злодей в этой истории – Аман, потомок Амалека. Имя Амалека стало нарицательным для всех врагов евреев, синонимом зла и нечистой силы. Амалекитяне – первые враги евреев, напавшие после того, как евреи вышли из Египта. Амалек – потомок Исава, который продал свое первородство Иакову. Аман, высокопоставленный вельможа, убедил царя, что народ, законы которых отличны от других народов, нужно истребить без всякого сожаления и пощады. Он оболгал иудеев и даже пообещал в казну царя 10 тысяч талантов серебра. Аман задумал истребить иудеев только потому, что иудей Мордехай не кланялся ему и не падал ниц, как все служащие при дворе. Но Аману было ничтожно мало расправиться только с Мордехаем. Его месть простерлась на весь иудейский народ. И бросал Пур, жребий, Аман вместе с советом, в какой день случится истребление. И выпал этот день на 13 Адара. И понеслись гонцы во все 127 провинций Персидской империи,
с указом о дне истребления иудеев. Но волей случая Мордехай узнал обо всем и обратился к царице Эстер, своей родственнице, которая стала царицей тоже волею случая. Мордехай возопил воплем великим, разодрав на себе одежды, когда узнал о готовящемся злодеянии против его ни в чем не повинного народа. И здесь выступает на сцену красавица-еврейка царица Эстер. Кому как не к ней обратиться за помощью. Но законы двора таковы, что никто из женщин, даже царица, не может вот так запросто прийти незваной к царю. Ее 30 дней уже не звали к нему. Она может лишиться жизни за ослушание. Но Мордехай ей передал, что пусть не думает, что она одна спасется в доме царском. И кто знает, возможно, ты, Эстер, достигла царского достоинства именно для этой миссии. И тогда евреи персидской столицы по просьбе Эстер не ели и не пили 3 дня и 3 ночи. И царица со служанками тоже, чтобы пойти к царю против закона. И все молились Всевышнему. И пошла царица, готовая даже погибнуть, если так суждено. Царь казался страшен во всем своем величии и глянул на царицу с гневом. Исфирь почти теряла сознание от страха, но вдруг изменил Бог дух царя на кротость и простер Артаксеркс на царицу свой золотой скипетр. И пили вино царь и царица, и царь в расположении добром готов был исполнить любую просьбу Эстер. Царю, волей случая, опять-таки, в эту ночь не спалось, и он читал царские хроники, которые напомнили Артаксерксу о том, что иудей Мордехай как-то спас его от смерти. И узнал он, что Мордехай не получил никакой благодарности за верную службу. И по стечению обстоятельств иудей Мордехай получает царские почести, а вельможа Аман оказывается на виселице. Все случилось наоборот. Но указ об истреблении иудеев уже издан, и отменить его нельзя. Полцарства по желанию царица может получить, а отменить указ невозможно. Таков закон. Но предупредить иудеев и дать им возможность защищаться можно. Так и получилось. Иудеи по всей империи защищались и уничтожали своих врагов. А могло быть все наоборот. Вот и наступил счастливый конец. 14 и 15 Адара евреи праздновали победу и благодарили Всевышнего за спасение. И до сих пор празднуют евреи веселый праздник Пурим. Но в духовном его понимании стоит Пурим выше даже праздника Песах. На протяжении истории еврейского народа было много попыток его уничтожения. Холокост – самая ужасная катастрофа еврейства. 7 октября 2023 года еще одна катастрофа для еврейского народа. И опять евреи сражаются за свое выживание и за сохранение своего государства. Еврейский народ вновь в борьбе за право существовать на земле обетованной. И вот на Ближнем Востоке новая война. Но уроки Пурима не оставляют сомнений в том, что Владыка Вселенной управляет своим народом. И какие бы испытания ни выпадали на долю иудеев, народ Израиля жив благодаря своей вере.
И сегодня, четвертый день войны Рык Льва, мы желаем нашей стране победы и воцарения мира, чтобы вновь бегали нарядные дети по улицам, чтобы развивался и креп Израиль, чтобы никто и ничто не омрачало радости праздников. Всем мира и добра. С огромным приветом из Израиля, Павел и Лариса. Дорогие друзья, спасибо, что остались с нами до конца. Всем огромный привет из Иерусалима. Народ Израиля жив. До новых встреч!